подсобка вот эта. Сейчас просто все вынес. Знаете, когда вот в такую находишь такой заброшенный дом, сразу главная такая мысль, там хоть бы не найти трупа какого-нибудь. Там не лучше будет. Нет. Тут более гуще. Да, тут это всюду густо, я не хочу туда лезть, да. Там даже не так. Знаете, как в анекдоте, глухомань. Чего тут только не может происходить, да? И никто ничего не узнает. Вов, это что, айва тоже? Кусай. Червива. Пошли искать не червиву. В общем, очень атмосферные места. Очень крутая заброшенная деревня. Покажи не червивую айву. Смотрите, ну эта деревня явно проигрывает той деревне, где грецкие орехи в 3 раза больше айвы. Такое даже есть не надо. Мы, кстати, сейчас, когда шли, вот зашли в эту деревню, вообще тут, как говорят, это 2 деревни, по сути, рядом находятся. В одной люди живут, а вторая полностью заброшенная. Вот про нее много слухов, что мистика какая-то. Мы когда сюда зашли, буквально, наверное, метрах в 50 за нами шел какой-то мужчина полностью в черном. Я что-то как-то у меня мысль не появилась его снять, да. Когда мы повернулись уже 2-й раз, уже никого не было. Вот можно ли это считать мистикой? Да. И вопрос, был ли он вообще. Страх поселился в наше подсознание. Вов, страх поселился в наше подсознание где-то 8 месяцев назад. Ну это да. А вот какое интересное растение, слушайте. Что это такое вот? Что это такое? Смотрите, какая классная. Я такое растение видел только когда мы на болото ходили вот туда, где я утонул. Да, где Вову пытались утопить, но ничего не вышло, и вам приходится вот его наблюдать до сих пор. Только там я видел такое дерево, очень интересно. Ну тут тоже, кстати, такая местность, ну не то что болотистая, но почва очень мягкая. Я не знаю как правильно. Тут торфяники, не торфяники. А вот здесь Фазанов стреляешь, что ли? смотрите, это патрон. Но порохом уже не пахнет. Там какая-то метка клейма есть. Я не могу разобрать, что на нем написано. Понятно, что клеймо есть, но... В общем, кто-то тут стрелял. Как бы без сомнений. И вот просека от грузовой машины уходит куда-то вот туда. Это самая окраина, глубь деревни. Давайте мы по ней сходим и посмотрим, кому в кого тут потребовалось стрелять. А у нас, кстати, с собой ничего нету, потому что сейчас вообще нельзя провозить ничего в электричках.
У нас ни шокера, ни перочинного ножа, ни баллончика. Только свои страшные рожи. Если что, будем пугать ими. Да, тут дорога накоплена хорошая. Тут проехала машина грузовая, очень большая. Видишь, это же как, ну, тут дома, по идее, должны были быть. А остались уже вот только развалины какие-то. Да. Жутковатое местечко. А вот тут либо гигантские кроты-мутанты, либо здесь кого-то закапывали. Раз. Два. И следы, смотрите, следы животного какого-то. Я слышу фазана, но я не вижу фазана. Вот, как будто кто-то закопан. О, там строение какое-то. На камеру не будет видно, но... Вдалеке строение. А вот помет какого-то животного. Слушай, и довольно большого. Я не знаю, кто это может быть. Кто может оставлять такие следы и такие следы? Явно не фазан. Чего, может, мы с тобой опрометчиво тут? Может, мы шляемся? Может, мы безо всякой защиты шляемся очень опрометчиво. У меня вот такая мысль. Там что-нибудь можем найти? Нет, там тоже лесополоса в той стороне. Если я правильно понимаю. Забор есть, Вон есть какой-то дом. Белый, без крыши. Пошли. без крыши. Ну реально, это как это с голову размером кучи. Тут коров не может быть. Тут ну просто есть им нечего. Кабаны? Но это прямо очень стрёмно встретиться с кабаном. А тут, смотрите, тоже что-то украли. Тоже был дом. Тут вместе с фундаментом совсем один котлован остался. Отлично вообще. Господи, тырят так все, вон ножовка одна осталась. Стараются люди. Обалдеть. Вот, мы с тобой фигней всякой занимаемся, снимаем заброшки, а люди дома тырят. Тут экскаватором работает. Экскаватор, да, вон видно зубчики от экскаватора. Обалдеть. Россия, 2022 год. Сверхдержава. Впереди планеты всей. Обратно на сторону забора. Да.
Колючая? Держи, я пройду. Не отпускай. Угу. Давайте обойдем. Ай-яй-яй-яй-яй. Оба! Во! Попробуй раскрыть его. Все. Берем. Если встретим кабана, быстро чик-чик ему. Все и все. Я имею в виду бивни, если что. Можно. Картины даже есть. Сейчас я достану фонарик. Тапочки домашние. Но нет, никого живого. Никого живого тут нет. Запах неприятный. Но скорее всего мертвого тут тоже никого нет. Вов, да возьми на всякий случай этот секатор. Мало ли мы тут сейчас будем шляться по этой деревне. Что-нибудь лучше, чем ничего.